Сегодня Путин объявит о новом правительстве. Госдума торжественно утвердит всех министров, и новый срок начнется уже не номинально, как было с инаугурацией, а фактически. О новом, а скорее всего старом правительстве сегодня сделаем отдельный ролик, а может быть завтра. А пока давайте просуждаем чуть более абстрактно, нащупаем какие-то контуры новой каденции. Первое, о чем сказали уже все, но скажем и мы, с точки зрения номинальной легитимности этот путинский срок отличается от всех предыдущих. Даже от третьего и четвертого отличается. Конечно, доколебаться до слова «подряд» и на этом основании продолжить быть президентом после 2 сроков – это такой уровень крючкотворства, который не прокатил бы даже при споре о разделе гаража. Слово «подряд» в данном случае, истрактованное как то, что можно быть президентом более 2 сроков, только лишь бы они не шли подряд, в данном случае переводится на русский язык как «ну да, мы офигели, и что? Что вы нам сделаете?» Никто особо этого и не скрывает. Тем не менее, в 2012 году эксплуатировалась реально существующая норма. Не Путин писал эту конституцию, не Путин ее принимал, не он понаделал там дыр, он просто ими воспользовался. Сейчас ситуация иная. Новый срок Путина – результат грубого и демонстративного переписывания Конституции под интересы одного конкретного физического лица. Если 2 предыдущих срока – это манипуляция, то нынешний – это полноценная узурпация власти. Путин проводит инаугурацию спустя 2 года войны. Причем все, включая самых отбитых оптимистов, понимают, что боевые действия в этом году не закончатся. Что будет и 4-й год, и 5-й, до тех пор, пока не вмешается какое-то внешнее обстоятельство, обрушение цен на нефть, кризис в китайской экономике, спасительная табакерка, новый армейский мятеж. Цели войны не назывались с самого начала, но нам давно уже дают понять, что никакие цели и не нужны. Мол, война – это просто нормальное состояние России. Хоть при Рюриках, хоть при генсеках Россия всегда с кем-то воевала. На 30 относительно благополучных лет мы об этом позабыли, и вот результат. Никто нас не любит, никто не уважает, не жалеет, в НАТО не берут, на водку денег не дают. Что будет, если Путин удержится у власти до конца этого срока? Тогда нас ждут еще 6 лет войны. Неизвестно, какие формы она примет и как далеко зайдет, но при Путине она точно не закончится. Путин на параде в Москве светился как новогодняя елка. Больше говорил о войне с Украиной, чем о той, в честь которой парад. Его явно устраивает все происходящее. В моменте лично для него война не несет никаких издержек. Для него все выглядит не так, как для нас. Не так, как в сводках Руслана Левиева. Для него война – это бодрые сводки Минобороны. Самый главный оперативный вопрос – будет ли какая-то глобальная перестановка кадров. Сменят ли правительство или хотя бы кого-то из ключевых министров, военное начальство, руководство ЦБ. Тут я выдвину предположение, основанное не на инсайдах, а на опыте наблюдения. Никаких сенсационных перестановок в правительстве ждать не стоит. Конечно, прогнозировать в этой системе что-то дело неблагодарное, потому что все решения зависят от мысли в голове одного человека, и ветер там может легко перемениться. Поэтому прогнозировать мы не будем, но на основе предыдущего опыта мы знаем, что менять начальников Путин очень не любит. Для примера посмотрим на министра обороны Шойгу. Совсем недавно у него демонстративно посадили ближайшего заместителя. С точки зрения бюрократии сделали это максимально хамским образом. Не дали заранее уволить, посадили в аквариум прямо в мундире с наградами. И что делает Шойгу? Шойгу с восторженной улыбкой сопровождает Путина на параде. Не заступается публично за своего человека, не подает в отставку, но изо всех сил делает вид, что вообще ничего не произошло, что все в порядке. Его унизили на показ, а он и дальше демонстрирует высшую степень лояльности. Ну и зачем менять такого идеального функционера? Ведь что тебе нужно от министра обороны? Чтобы он воевал получше, чтобы был популярен в войсках или хотя бы квалифицирован? Нет, такой человек будет опасен. С тем, у кого есть репутация, квалификация, реальные достижения и поддержка вооруженных людей, не сделаешь, что в голову придет. Не унизишь его просто так. Он может и взбрыкнуть, и армия своего генерала поддержит. А вот Шойгу для нашей системы идеальный министр обороны. Его ненавидят в войсках, у него высокий антирейтинг, низкий рейтинг. К нему прилипли все провалы армии 2 минувших лет.
От провала трехдневного захвата Киева до мобилизации Пригожинского бунта. Но этого прям ждут. Прям вот активно насыщают пространство слухами. Каждый инсайт в провоенной благосфере ровно об этом. О том, что настает новая эпоха, в которой не будет никакого Шойгу. Сейчас прервемся на небольшое некоммерческое объявление. Это важно, посмотрите, пожалуйста. Когда заблокируют YouTube в России? И заблокируют ли? Точного ответа на эти вопросы мы не знаем. Но можно заранее подготовиться к возможной блокировке, чтобы не лишить себя альтернативных источников информации. VPN, к сожалению, не самый лучший способ решения проблемы. YouTube — это огромный объем данных. С бесплатным VPN вы вряд ли сможете посмотреть этот выпуск в хорошем качестве без пауз. К тому же VPN-сервисы в России тоже блокируют. Для доступа к независимой информации решением может стать приложение Эхо Онлайн от команды Эхо. Все как на радио. Есть сетка вещания, новости в начале каждого часа, которые делает профессиональная информационная служба, и отдельные программы. С помощью приложения вы сможете слушать круглосуточный эфир с передачами от Александра Плющева, Екатерины Шульман, Матвея Гонопольского, Тамары Эйдельман и многих других авторов. Сможете послушать и подкасты «Медиазоны», «Но Медиа» из России, «Холод», «The Insider», «Голос Америки» и «7 на 7». Приложение «Эхо Онлайн» можно скачать на смартфон, на планшет и даже на телевизор, если он работает на Android. Конечно, на iPhone и iPad приложение тоже работает. Оно довольно минималистичное. Есть кнопка «Включить прямой эфир», есть программа передач и возможность перейти на сайт Эхо без VPN. Так вы, кстати, можете почитать расшифровки моих видео, например. Что немаловажно, аудиопоток можно слушать в фоновом режиме, когда ваш экран заблокирован или пока вы параллельно используете другое приложение. Скачивайте приложение Эхо Онлайн с помощью QR-кода на экране или по ссылке в описании. Новости Эхо, которые выходят в эфире, также можно читать в телеграм-канале Эхо Новости. Там все самое важное и без лишних уведомлений. Есть и другой телеграм-канал Эхо FM, где в формате дайджеста публикуются мнения экспертов и лучшие материалы российских и зарубежных СМИ. Непременно подпишитесь на оба канала с помощью QR-кода или по ссылке в описании. Продолжаем. Удивительно, конечно, насколько людей впечатляют процедуры сами по себе. Давайте прикинем. Вот у нас есть некоторое мероприятие, которое называется инаугурация. На него идет человек, которому в августе стукнет 25 лет у власти. В зале перед ним все те же люди. Все тот же Медведев, все так же в хмелю. Если бы не неумолимый ход времени, если бы присутствующие граждане не старели, то в целях оптимизации расходов легко можно было бы показать инаугурацию 2004 года. Вряд ли кто-то заметил бы подмену. Но Z-общественность возбудилась даже больше, чем в первые дни войны. По провоенному телеграмму гуляет инсайд, дескать, сейчас точно случатся перемены. Снимут Шойгу и назначат Дюмина, вместо Герасимова займет Суровикин. Все изменится в одночасье, армия наконец-то начнет воевать всерьез. Да, этот нарратив двухлетней свежести вновь актуален. Тут интересно даже не то, произойдет ли ротация в правительстве. На всякий случай не будем исключать никаких вероятностей. Интересно и показательно, что самая лоялистская часть общества, не имея на то никаких объективных оснований, похоже, ждет перемен больше, чем кто-либо еще. Настолько все ценят эту прекрасную стабильность, эти красочные парады, этих министров и генералов, что ждут перемен даже в тот момент, когда, казалось бы, и быть их не может. Ну ладно, Господь бы с ними, с этими несчастными людьми. Давайте лучше подумаем о том, что действительно будет меняться, ведь в реальном мире новая каденция по непонятной причине действительно воспринимается как время новых возможностей. Что-то из этого уже началось. Нет сомнений, что сезон посадок и передела собственности с вступлением Путина в должность не закончится. Явно все, кто этим переделом занимается, только входят во вкус. Тем более, что Bloomberg нам напоминает, что сейчас многие крупные бизнесмены, опасаясь санкций, возвращают капиталы в Россию. Как можно заработать большие деньги, но быть настолько наивными людьми? Как можно европейского бюрократа бояться больше, чем родного чекиста? Вопрос факультативный. Но нет сомнений, что на родине этих наивных людей ждут. И что характерно, ждут вместе с деньгами. Пока сложно понять, кого постигнет судьба Макфы, а кто станет новым Тимуром Ивановым. Факт в том, что передел собственности уже поставлен на индустриальные рельсы и, видимо, по масштабам не уступит ранним 90-м. Те, кто Путина провел через 2 года войны и остался ему верен, должны получить свои премии.
Чекисты, 2 года страдавшие на голодном пайке, должны получить своих жертв. Сезон посадок и раскулачивания – это то, чего можно ждать с большой вероятностью. Второе, что стоит ожидать – всяческие законодательные инновации. Пока Минфин тут прыгал от радости и рассказывал, как у него все прекрасно с доходами, все, видимо, забыли о словах Путина, сказанных раньше. А он вообще-то прямым текстом анонсировал рост подоходного налога и введение облигаций для финансирования войны. Переназначение правительства – это пусть ритуальное, но все-таки открытие нового сезона. Значит, все инициативы по поиску бюджетных доходов, о которых так много говорили в последние полгода, логично выкатить большим пакетом именно сейчас. Новый срок – новая жизнь. И жизнь дорогая. И кто-то за все это должен платить. Напомню, что ровно после переназначения Путина 6 лет назад выкатили повышение пенсионного возраста. Так что если ждать каких-то больших гадостей, то вот прям вот сейчас, в ближайший месяц-два. Мобилизации в ближайшее время я бы вот прям сразу не ожидал. Угроза эта, естественно, никуда не делась. Бесконечная война означает бесконечную потребность в людях, а неограниченно повышать единовременные выплаты и вычищать зэков из зон не получится. Столько зэков, сколько нужно на передовую, просто нет. Кто хотел повоевать за деньги, те плюс-минус уже воюют или лежат в земле. Вот только решение о мобилизации принимает один-единственный человек. И сейчас он считает, что у него все очень хорошо. Сложно придумать для него мотив, который оправдает столь высокий политический риск. С другой стороны, может он думает, что и риска политического у него больше нет, коль он так триумфально переизбрался. Вообще, единственный резон может заключаться в том, что когда этим заниматься-то, если не сейчас? На равном удалении от всех федеральных выборов. Успеть нахватать побольше народу, когда граждане на максимальном расслабоне, не ждут подвоха и вообще мыслями уже в отпуске. Про мобилизацию, в принципе, нужно помнить лишь одно. Вы должны жить, имея в виду, что ее объявят прямо завтра утром. Все справки, отсрочки, брони, любые бумажки, которые смогут вас спасти, ровно как и загранпаспорт, должны быть в наличии и в актуальном состоянии. С точки зрения бюрократии, для мобилизации все готово прямо сейчас, да и указ президента никто не отменял. Помните об этой опасности и не позволяйте убаюкать себя никаким общим рассуждением о неподходящем политическом моменте. Давайте вернемся к началу разговора. Владимир Путин идет на следующие 6 лет и будет воевать. Ему для этого всегда будут нужны люди и деньги. И всегда нужно будет кормить своих приставов. За чей-то счет, конечно. В прогнозах на ближайшее время можно исходить из того, что те события и решения, которые в последние 2 года были эпизодическими и хаотичными, никуда не денутся, просто станут системными. А в глазах самого Путина его действия выглядят эффективными и успешными, ведь он до сих пор у власти, а других целей у него нет. А успешные практики никто не отменяет. Пока расклад выглядит так, что впору делать упражнения для дошкольников, взять любой тренд, экономический, репрессивный, военный, и продлить его по шкале времени вперед. Маленький нюанс для Путина и хорошая новость для нас заключается в том, что все эти 2 года система провела в режиме выживания. Возможность продолжать все как есть, она существует лишь в голове Путина. Да, система может пережить большой стресс, когда у нее избыток ресурсов. Но Путин явно убежден, что так можно жить всегда, что люди привыкнут к этому бесконечному безумию. А это совсем не так. До завтра.